Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш выпуск я решила посвятить интересному, яркому направлению Африка. Listen. Do you hear the call? Open your eyes. And wake up. И так как мы освещаем исключительно роскошные бренды в области туризма, то мы не могли не пригласить к нам в гости Дарью Фаловскую, представителя цепочки лакшери сафари и лоджий компании Wilderness. Даша, здравствуй. Ева, добрый день. Пару слов хочу сказать о том, что именно Африку вживую открыла для меня компания Wilderness. Я была счастливчиком, приглашенным в уникальную поездку, и мне удалось посмотреть ЮАР. В общем, когда открылся этот портал, жизнь разделилась на до и после. Кейптаун, мыс Доброй Надежды, Стелленбош, винные долины, Замбия, Зимбабве, река Замбези, полноводный водопад Виктория. И, конечно, роскошь всех благ цивилизации в стильных, продуманных лоджиях, встроенных грамотно в ландшафт природы. В общем, я сама могу наполнить этот выпуск своими впечатлениями, но все-таки передам слово Даше. Даша, расскажи, пожалуйста, нам, с чего началась история Wilderness? История Wilderness началась ни много ни мало 41 год назад. Да. И началась она в Ботсване, в дельте Окаванго, с нескольких энтузиастов, у которых была только палатка и один Land Rover, которые поняли, что они действительно хотят показать нетронутую, потрясающую природу. И с этого момента компания начала развиваться. У нас уже 65 кемпов и лоджий. Мы оперируем в 8 странах Юга и Востока Африки. У нас порядка 3000 сотрудников, если брать всю компанию, да. Офисы во всех странах, в которых мы оперируем, свой авиапарк. У нас свой автопарк, конечно, лучшие сертифицированные местные гиды. Мы не только экотуристическая компания, но мы еще и развиваем различные наши некоммерческие фонды по помощи местному населению, по помощи в сохранении экосистемы стран Африки. Поэтому мы действительно большой холдинг. Даша, расскажи нам про название. Что оно означает, с чем связана история названия Wilderness? Ну, Wilderness, как известно в переводе с английского, это дикая местность, это что-то первозданное от слова wild. В первую очередь мы хотим сказать, что мы, как Wilderness, хотим, чтобы наши гости прикоснулись к вот этой первозданной природе, нетронутой абсолютно человеком. Поэтому мы говорим, что мы Wilderness. Совсем недавно мы провели ребрендинг из Wilderness Safaris, имя, под которым мы были многие годы известны. Мы стали просто Wilderness. Этим мы хотим подчеркнуть то, что мы развиваемся, то, что мы предлагаем нашим гостям не только сафари. Естественно, мы занимаемся и экскурсиями, и увлекательными поездками в уже населенных каких-то пунктах. Исследуем и охраняем дикую природу, как мы делали это с самого начала нашего развития. Расскажи немножко про ваш логотип. Он что-то тоже означает? Да, это трава или тростник, через который мы наблюдаем за дикой природой. Круг символизирует то, что мы развиваемся, и перед нами вся наша земля, и мы готовы ее покорять дальше и выходить даже за пределы Африки. Даша, Wilderness – это экотуризм. Расскажи, пожалуйста, что это такое? Экотуризм – это для нас в первую очередь природоориентированный туризм, который не нарушает целостность экосистемы, который позволяет сохранять и приумножать
природные богатства. Еще важный момент в экотуризме – это то, что в экотуристическую деятельность активно привлекается местное население, местные общины, местные сообщества, которые в этом заинтересованы, которые образовываются, соответственно, развиваются. Что объединяет лоджи Wilderness, вне зависимости их расположения? Безусловно, все наши лоджи и кемпы на 100% соответствуют концепции экотуризма. Но мы добавили к этому еще кое-что, а именно это комфорт, дизайн, это прекрасные шеф-повара. Мы подобрали лучшие команды гидов в каждой стране и в каждом лодже. Наши лоджи идеально вписаны в природу. Ты действительно, когда приезжаешь в лодж, ты расслабляешься, потому что напряжение уходит. Все это в таких заботливых руках, в безопасности. Действительно супер сервис, это супер рейнджеры, супер персонал, который о тебе заботится. Ну и плюс, конечно, да, блага цивилизации, которые в каждом лодже меня вообще поразили. Над нашими лоджиями работали лучшие дизайнеры, лучшие экодизайнеры. При постройке всегда используются экоматериалы, по большей части, которые добываются прямо вот где-то рядом. И зачастую мы используем ландшафт и создаем этот дизайн лоджий именно с учетом конкретной местности. Что еще объединяет наши лоджии, это то, что они все расположены на наших собственных частных территориях, что обеспечивает абсолютную приватность и погружение в дикую природу, в природу заповедников и национальных парков, где больше вы не увидите никаких других гостей, только гостей нашего лоджа, а зачастую это всего 5-10 номеров. Тем не менее, все наши лоджи абсолютно разные, в каждой стране свои особенности, поэтому каждый лодж наш аутентичен тому месту, где он расположен. Везде есть своя изюминка, которая отражает особенности той местности и той страны, в которой расположен этот лодж. Поэтому так увлекательно, интересно переезжать не только из страны в страну, да, но и из лоджа в лодж даже в одной стране, потому что меняется ландшафт, меняется местность. Лоджи тоже меняются в соответствии с ней, потому что они часть этой природы. Даш, есть какая-то особенная философия для членов команды, для управленцев, для менеджеров, для персонала, который работает с гостями? Наш девиз «We are wilderness», то есть мы — это дикая природа, это дикая местность, мы wilderness. Все наши гиды, все те, кто работает в лоджах, это достаточно большие команды. Они живут этим. Помимо того, что они и физически пребывают там большую часть своего времени, они душой там, потому что это их страна. Очень важно брать на работу людей, которые выросли в данной стране и, возможно, даже в данной местности. Потому что лучше их никто не знает свою страну. Мы очень строго отбираем наш персонал, наших рейнджеров, наших гидов. Они проходят сертификацию, они получают разные уровни оценки. Многие из тех, кто работает в наших лоджах, это еще недавние дети, наши подопечные дети, которые по нашим программам, в том числе Children in the Wilderness, дети в дикой природе, они учились, они развивались, и теперь они работают в наших лоджах. Для всех наших работников это большая гордость работать в Wilderness. Еще скажу интересный факт, поскольку мы экотуристическая компания, мы не занимаемся охотой, а наоборот, мы стараемся приумножить популяцию животных. Мы работаем над тем, чтобы как можно меньше браконьерства было развито, да, в разных странах. Нужно сказать, что оно еще существует. И действительно у нас есть гиды, которые в прошлом были браконьерами.
и которых нам, скажем так, да, удалось перевоспитать. Именно так, да, перевоспитать, обучить, влюбить в свою работу. И, безусловно, конечно, они прекрасные гиды, потому что лучше их да, местность и животных не знает никто. Удивительно. Ну давай тогда в продолжении о рейнджерах поговорим о сафари. Что это такое, как это проходит? Для тех, кто уже был, конечно, они прекрасно понимают, какое это удовольствие, чем отличаются сафари, утренние, ночные, дневные. Расскажи, пожалуйста, как они проходят, в каких странах? Классические сафари – это сафари на джипах, полностью открытых или полуоткрытых, когда крыша поднимается. Это зависит от условий местности и от разрешений национальных парков, потому что в некоторых парках нельзя ездить на полностью открытой машине. Или, например, в песках, да, когда задувает песок. Сафари начинается на рассвете с восходом солнца, потому что вся природа просыпается, и мы спешим навстречу этой природе, чтобы увидеть животных, которые активны в эти утренние часы. Остановки на кофе, остановки, чтобы полюбоваться ландшафтами. Дальше гости возвращаются в лодж или кемп, отдыхают, обед, отправляемся на второй сафари, вечернее сафари, увидеть прекрасное африканское небо на закате. Дальше уже вернуться в лодж, где будет ждать костер и замечательный ужин под открытым небом. Есть и другие варианты сафари, есть пешие сафари, так называемые трекинги. Они есть как, скажем так, общепознавательные, так и с учетом пожеланий гостей, в зависимости от того, что им интересно. Например, кому-то интересна геология, особенно интересно, например, будет в Намибии. Кому-то интересен мир насекомых, кому-то больше интересны растения и их особенности. Пешие сафари, на самом деле, это очень здорово и не так это утомительно, это не какой-то тяжелый трекинг, вы идете с гидом, и он вам рассказывает и показывает все, что вы видите вокруг. Это действительно удивительные и познавательные истории, которые вдохновляют, остаются в памяти, и ты понимаешь, что столько еще много всего можно узнать, познать. И есть еще и другие африканские страны. Вообще Африка затягивает, и, конечно, после первого путешествия хочется тут же спланировать второе, третье, узнать больше стран или вернуться в свою первую страну, которую ты посетил. Это безграничный мир, это целая вселенная. И я еще часто сравниваю это с машиной времени, потому что мы переносимся из нашей сегодняшней жизни в ту жизнь, которая была на нашей планете миллионы лет назад. Даша, расскажи поподробнее, в каких странах представлен Wilderness, куда можно поехать и отправиться в это роскошное путешествие с удивительным сервисом, историями. Это юг Африки, то есть ЮАР, Намибия, Ботсвана, Замбия и Зимбабве. И восток Африки – это Кения, Танзания и Руанда. То есть у нас 8 стран, многие из которых прекрасно комбинируются. Тем не менее, мы всегда предупреждаем своих гостей, чтобы они не спешили, да, ставить галочки, что я побывал в одной, во второй, в третьей, в четвертой стране там, за одну поездку, потому что каждая страна уникальная, она достойна отдельного путешествия и однозначно ни одного. 8 стран. Сколько лоджий всего? Всего у нас 65. 65. То есть в каждой стране по много, по несколько лоджий. Большая часть лоджий представлена в Ботсване, той стране, с которой, как я говорила, да, мы начинали, в Намибии,
в Зимбабве. Совсем недавно открыли свой первый кемп в Танзании. И этот кемп сезонный, это миграционный так называемый кемп, который от месяца к месяцу перемещается. Меняет локацию. Он меняет локацию в зависимости от того, где находится Великая миграция, о которой, наверное, все слышали. Да, расскажи нам, пожалуйста, про миграцию. Это один из частых вопросов наших путешественников. Когда и как можно понаблюдать, где это уникальное явление, перемещение животных в пространстве? Мы ее называем «Великая миграция животных». Вот именно великая миграция идет в Кении и Танзании. Кто мигрирует? Мигрируют копытные, это по большей части антилопы гну и зебры. Миграция происходит на самом деле круглый год, и мало кто об этом знает и помнит вообще. Мы наслышаны о миграции в парке Масаи-Мара в Кении. Это вот такое классическое понимание, вот миграция в Кении. А где же находятся эти стада до этого? Да? То есть они стоят на одном месте, а потом резко начинают перемещаться в Кению. Нет, ничего подобного. Большую часть года они находятся в Танзании. И они перемещаются таким полукругом по стране. А с чем связано это перемещение? Есть определенные сезоны дождей, когда вырастает много травы, они ее быстренько съедают, и им нужно идти дальше, искать себе пропитание. И вот они так перемещаются в пределах страны, поскольку для них нет границ, с июля по октябрь, они просто так забегают, можно сказать, на территорию Кении. Поэтому и в Кении, конечно, можно увидеть эту миграцию, но больше шансов и круглый год она проходит в Танзании. Отсюда и вот эти миграционные кемпы, да, сезонные кемпы, передвижные кемпы, которые каждые 3 месяца перемещаются вслед за миграцией, чтобы было гарантировано гостям, что они увидят это потрясающее явление, когда действительно десятки тысяч антилоп, гну и зебр вот этими огромными стадами пасутся или передвигаются, и ты просто находишься иногда в самой гуще этого стада, и все это наблюдаешь. Даша, расскажи, пожалуйста, помимо классических сафари, о которых ты рассказала, утренних, вечерних, наблюдения за миграцией животных, что еще можно делать в кемпах, чем заняться, что может предложить Wilderness? Можно предложить очень много разных активностей. Нельзя не упомянуть так называемые сафари на воде, по воде, да, которые возможны в Ботсване и в Зимбабве. В первую очередь мы можем говорить о Ботсване, это дельта реки Акаванга. Это уникальный, единственный в своем роде в мире вообще сафари на лодках, когда по каналам дельты Акаванга гости передвигаются на лодках. Это могут быть моторные лодки или местные лодки мокоро, такие каноэ. И вокруг наблюдать с воды дикую природу. Слоны, бегемоты, крокодилы, львы, естественно, антилопы тоже, очень много копытных, которые просто летят практически по этой воде. Часто это мелко достаточно в дельте, да, и можно даже где-то и на джипе иногда проехать, но необычно и запоминающееся это, конечно, лодка. Помимо этого, там есть музеи, там есть активные виды спорта, конный спорт, квадроциклы, велосипеды. Во многих лоджиях есть небольшие спа-центры, тренажерные залы для тех, кто хочет быть активным, да, физически и поддерживать свою форму. Совершенно уникальные полеты на воздушном шаре, которые возможны в ЮАР, в Намибии, в Кении, в Танзании, в Замбии. Также можно отправиться в местную деревню и посмотреть, как живет местное население, послушать рассказ о том, как устроены вот эти эко-туристические связи нашей компании с местными сообществами. В Ботсване и в Намибии можно встретить местные племена бушменов, знаменитое племя Химба в Намибии. Также сейчас все больше и больше набирают популярность так называемые бэкхаус-туры. Это туры по лоджу, когда вам показывают обратную сторону того, как работает сам лодж. Вот я не так давно как раз имела счастье
побывать в Ботсване в очередной раз и именно углубилась вот в изучение именно вот этих особенностей устройства самого лоджа. Это очень увлекательно. Гостям рассказывают, откуда берется вода, как они обращаются с отходами, где живет персонал, какие-то интересные их небольшие такие поселения, да, которые находятся рядом с лоджем. На самом деле это очень увлекательно увидеть, как все устроено, и в этот момент ты начинаешь еще больше ценить свое пребывание в этих местах, потому что ты понимаешь, сколько в это вложено в управление и в устройство лоджий и кемпов, и насколько это непросто в дикой природе создать вот такой оазис цивилизации, комфорта и безопасности. Еще наши гости могут отправиться в Руанду, где их ждет трекинг к уникальным исчезающим горным гориллам. На водопаде Виктории, помимо того, что гости приезжают и видят это чудо света, также можно отправиться в круиз, можно заняться какими-то активными видами спорта, рафтингом, банджи-джампингом, то есть спрыгнуть в ущелье, да, там на веревке, полетать на вертолете или на параплане над водопадом Виктория. Мы организуем сценические полеты на вертолете или на самолете легкой авиации, чтобы можно было сверху увидеть, как меняется ландшафт. Часто можно увидеть большие стада животных, но абсолютно с другого ракурса, с высоты птичьего полета. Помимо этого мы стараемся, конечно, разнообразить и сами сафари-поездки. Также мы организуем во время сафари пикники в самых удивительных и красивых местах. Гости едут на сафари, на джипе. Вдруг гид заезжает в какое-то место, где гости видят, что уже накрыт стол. В том числе мы организуем выездную кухню. Ну и, конечно, в таких уникальных, удивительных местах огромной популярностью пользуются специальные фотосессии в дикой природе на фоне африканских ландшафтов. И мы также знаем, что активно развивается и сафари-мода, поэтому здесь можно сыграть на контрасте, в какой-то необычной, да, одежде сделать фотосессию, или же, наоборот, самим вписаться и в таком сафари-стиле организовать вот такие съемки. Даш, давай более подробно поговорим о странах, где представлен wilderness, какими особенностями обладают те или иные направления. Начнем с любимой тобой ЮАР. Это в первую очередь Кейптаун. Это жизнь, это прекрасные галереи, музеи, бутики, прекрасные рестораны с превосходной кухней. Конечно же, это мыс Доброй Надежды, это сады в городе, да, это Столовая гора, это карликовые пингвины. Ты помнишь этих вот маленьких, да, пингвинчиков, которые не боятся людей, да, которые вот просто, да, там топают рядом с тобой. Естественно, это еще и шопинг, который не во всех африканских странах, наверное, так доступен. А Кейптаун — это, конечно, жемчужина. Это замечательные бриллианты, которые добываются в ЮАР. Виноградники — это потрясающие усадьбы, наполненные вот этим колониальным духом, с прекрасными видами, где проводятся дегустации, опять-таки с прекрасными небольшими ресторанчиками. И далее это «Дорога садов», тоже твоя любимая. Она почему так называется? Потому что она очень живописная. Она проходит по океану, и в процессе продвижения, скажем так, да, по этой дороге можно останавливаться на одну, на две ночи в разных местах, заезжать в небольшие заповедники, где проводятся сафари, просто любоваться на потрясающие голубые лагуны. Это круизы на закате. Опять-таки можно заехать в Херманус и увидеть китов в определенный период
Для экстремалов можно опуститься на дно океана в клетке и увидеть акулу, белую акулу. И, конечно же, часто это завершение поездки в ЮАР, это сафари, настоящее африканское сафари в парке Крюгер или в небольших заповедниках и концессиях. Дальше я предлагаю отправиться в Намибию. Это на самом деле была моя первая страна в Африке, которую я посетила. То есть она у меня в сердце. Это абсолютно другие уже ландшафты. И в первую очередь Намибия — это не сафари, чтобы увидеть животных, это поездки в дикую природу, чтобы насладиться абсолютно марсианскими, фантастическими ландшафтами. Это древнейшая в мире пустыня Намиб, это красные пески, Сосусвлей. На самом деле очень много фантастических фильмов, в том числе о Марсе, снималось именно в Намибии. Именно намибийские ландшафты называют марсианскими ландшафтами. Можно полететь над этими ландшафтами на воздушном шаре. Опять-таки, передвигаясь на нашей легкой авиации, то есть перелетая из одного региона в другой, вы также наблюдаете за изменением ландшафта и вот этими удивительными совершенно картинами, которые сменяются у вас за окном. Также это океан и те места, где океан встречается с пустыней. Это уникально, такого тоже, наверное, больше нет нигде. Вообще Намибия — это самая малонаселенная страна Африки, и ощущать себя вот таким первооткрывателем — совершенно удивительное ощущение. В Намибии есть еще берег скелетов. Это полузакрытый национальный парк, куда не у всех есть доступ. У нашей компании он, конечно, есть, куда можно попасть, увидеть колонии котиков и остовы кораблей, которые потерпели когда-то кораблекрушение и так и остались. Это уникальная возможность действительно побывать в таком мире острова сокровища, я бы сказала. Красные пески долины Сосусвлей — это часть вот этой огромной пустыни Намиб. У нас там стоит 2 наших лоджа, и только они, гости этих лоджий, имеют доступ в этот национальный парк. Также в Намибии можно встретить исчезающее кочевое племя народа Химба. Мы тщательно оберегаем их поселение и стараемся оградить их от туристов, которые им там пытаются что-то подарить, да, и так далее. То есть внести какие-то элементы цивилизации. Но, конечно, все меньше и меньше этих Химба живут так, как жили еще там столетия, может быть, и тысячелетия назад. Но, тем не менее, все еще можно увидеть этих красных людей с красными дредами. Почему они красные? Потому что они обмазаны охрой, которая смешана с животным жиром, для того, чтобы уберечь свою кожу от лучей солнца, для дезинфекции, ну, я думаю, вообще, в принципе, для красоты. Потому что кожа у них действительно удивительная до конца их жизни. Если же мы хотим все-таки увидеть больше животных, в Намибии это возможно. Это парк Этоша, множество соляных озер. Мы все знаем, что вода — это жизнь, и, конечно, к этим озерам тянутся животные, там больше зелени. Это то место, которое можно совместить с посещением других мест в Намибии, и именно там съездить на классическое сафари и увидеть животных. Также после пустыни или после парка Этоша на контрасте можно отправиться в город-порт Свакопмунд. Это океан, это устрицы, это морепродукты, это круизы, это фламинго. И
Как раз там есть удивительное место, где можно проехать на джипе по дюнам с видом на океан. Следующая страна, тоже моя любимая страна, это Ботсвана, в которой я побывала уже очень-очень много раз. Чем уникальна Ботсвана? Ну, конечно же, это сафари в дельте Акаванга. Мы уже об этом говорили, это сафари на воде. Дельта Акаванга вообще это единственная дельта на нашей планете, которая нигде не берет начало и не впадает ни в какой водоем. Ее воды плавно растворяются в пустыне Калахари. И большую часть страны составляет, на самом деле, пустыня Калахари. Но дельта Акаванга – это тот магнит, который притягивает как животных, так и туристов. Уникальные водные сафари, совмещение водных сафари, то есть когда вы с воды, с абсолютно другого ракурса видите диких животных и дикую природу, с классическими сафари на джипе, это полеты на вертолете сценические, и лоджии расположены тоже в разных местах дельты. Дельта не одинаковая, то есть где-то лодж или кэмп стоит на маленьком островке, где-то он стоит полностью на суше, чтобы добраться до воды, нужно проехать на джипе, потом пересесть на лодку. Да, действительно, дельта Акаванга – это чудо нашей планеты. Помимо этого, находясь в Ботсване, очень легко попасть на водопад Виктория, потому что Ботсвана граничит с Замбией и Зимбабве. В первую очередь Замбия и Зимбабве делят между собой водопад Виктория. Это еще одно чудо света, которое обязательно нужно увидеть, я думаю, каждому в своей жизни, пролететь на вертолете над водопадом или даже на параплане и увидеть, как тонны воды обрушиваются вниз со скалы. Помимо этого, конечно, это тоже круизы на закате, круизы на рассвете по реке Замбези, которая, собственно, потом и спадает водопадом, да, вниз. Достаточно часто задают вопрос о том, с какой стороны лучше увидеть водопад Виктория, со стороны Замбии или Зимбабве. И ты знаешь, здесь ответ однозначный, что с двух сторон. Да. Абсолютно разный ракурс. И за один день гости могут увидеть и замбийскую, и зимбабвийскую стороны, и насладиться этими потрясающими видами. Теперь переместимся на восток. Это Кения, Танзания и Руанда. В Кении есть уникальные озера Великой Рифтовой долины, потрясающее плато Лайкипия с удивительными уже не лоджиями, а потрясающими поместьями, в которых можно остановиться и выезжать на сафари. Прекрасный сафари-парк Амбасели, из которого открывается самый лучший вид на гору Килиманджаро, которая находится в соседней с Кенией Танзании. Мы уже знаем, что именно в Танзании можно практически круглый год наблюдать за миграцией животных. И помимо классических сафари в национальных парках, которых очень много в Танзании, это, конечно, кратер Нгоронгоро, на дно которого можно спуститься, и где природа создала уникальную экосистему, которая там существует уже действительно миллионы лет. В эту экосистему можно погрузиться и спуститься в сам кратер, уже, естественно, потухшего вулкана. Да? Еще важно сказать, что и в Кении, и в Танзании возможен пляжный отдых. Это побережье Кении с прекрасными отелями. И, как мы уже все знаем, Танзания – это архипелаг Занзибар. Последняя страна, о которой я кратко расскажу, это Руанда. Это уникальная страна,
которая, несмотря на свои небольшие размеры, включает в себя и горный массив Вирунга. Именно там гости могут отправиться на трекинг к гориллам. Это и национальный парк Акагера с классическим сафари, а это две большие разницы. И совместить трекинг с гориллами и сафари – это большая удача на самом деле. И помимо этого потрясающий тропический лес Ньюнгве с его подвесными мостами. Руанда однозначно достойна того, чтобы туда приехать не на 2-3 дня, да, как многие хотят там все совместить, а именно побывать полноценно в этой стране и посвятить ей целое путешествие. Можно ли брать с собой детей в путешествие во все ли страны, которые мы с тобой сейчас перечислили? Но на самом деле безопасно, это точно. А вот по рекомендациям это очень хороший вопрос, поскольку детей обязательно брать нужно, и можно, и нужно, но с определенного возраста. Мы рекомендуем это делать с 6 лет. Не все лоджии и не все отели принимают детей младше, но такие тоже, безусловно, есть. Но дело в том, что на сафари с ребенком младше 6 лет мы ехать и не рекомендуем, и не разрешаем, поскольку реакция ребенка может быть непредсказуима. И если мы принимаем семьи с маленькими совсем детьми, а таких много на самом деле, и эта тенденция растет, что семьи начинают брать своих совсем еще маленьких детей, там 2-3 лет даже. В этом случае эти маленькие дети, они просто остаются в номере, в лодже, там с няней или там с одним из родителей, да, в то время как семья едет на сафари. Это возможно, но нужно учитывать и длительный перелет, и то, что вообще сафари – это не пассивный отдых, это на самом деле активный отдых, который заряжает энергией, но ты все равно живешь в определенном ритме, ты в него очень быстро, кстати, включаешься, да, совершенно спокойно встаешь в 5 утра. Но тем не менее, все-таки для маленьких детей, наверное, это не самые лучшие. К вопросу, кстати, про то, что там в ритм включаешься довольно быстро, это правда, потому что высыпаешься удивительным образом вот в этой открытой местности, в лоджиях, просто очень сладко. Дело в том, что отсутствие цивилизации и в том числе телевизора, зачастую нету связи телефона. То есть Wi-Fi мы, конечно, сейчас уже внедрили во всех лоджиях, даже если мы этого делать не очень хотели, да, но мы действительно должны следовать тому, что гостям это необходимо. Но никаких посторонних звуков, никакой там музыки, новостей или еще чего-то. И через день, через два ты понимаешь, что ты действительно начинаешь отдыхать, погружаться в это, дышать этим воздухом, слушать эти звуки. За неделю ты можешь отдохнуть и расслабиться, наверное, так, как ты не сможешь за месяц, находясь на отдыхе где-нибудь. А потом же там еще традиционно заканчивается вечер у костра, как правило. Насыщенный день, люди собираются вокруг костра и делятся своими впечатлениями за день, кто что увидел. Да, это такой вариант африканского, времени для аперитива, когда гости приезжают с вечернего сафари, и они не идут сразу в свои номера, они останавливаются у костра, им предлагают на выбор какой-то аперитив, они делятся с другими гостями, слушают истории гидов, и уже после этого гости приглашаются за стол к ужину. А еще я знаю, что у гостей Wilderness есть возможность уникальная воплотить свои детские, может быть, мечты и поспать в домике на дереве. Да, есть такая так называемая skybed, это кровать под звездами на открытом абсолютно пространстве, но безопасно. Да? То есть рейнджер представляется к этому прекрасному дереву на ночь. Да, многие лоджии имеют такую возможность, и эти
поднятые, да, платформы, на которых расположена эта кровать, они находятся не вблизи от номеров клиентов, а они где-то вот прям вдали, то есть до них нужно доехать. Я с удовольствием вот так вот остаюсь одна, то есть можно помедитировать, послушать африканскую тишину и звуки, и действительно это ни с чем, наверное, не сравнимые ощущения. Особенно это рекомендуем для молодоженов. Конечно. А скажи, пожалуйста, для молодоженов и вообще для людей, которые еще ни разу не были в Африке, с какой страны ты бы посоветовал начать знакомство с континентом? Наверное, лучше начать с ЮАР, прилететь в Кейптаун, окунуться в энергию этого города и потом постепенно углубляться в дикую природу и уже ехать после этого на сафари. А возможно, просто из Кейптауна перелететь в ту же Намибию или в Ботсвану или на водопад Виктория. Там прекрасные стыковки, прекрасные рейсы, поэтому это все возможно, это все очень легко сделать, и расстояния не такие огромные уже. Да, еще мне хочется добавить свое личное впечатление о Wilderness. Ощущение, что ты прилетаешь в страну, попадаешь в заботливые руки, и дальше тебе передают просто из рук в руки, да, то есть от автомобиля к самолету, от самолета к рейнджерам новый автомобиль, переезды, перелеты. Все происходит настолько комфортно, гладко, и ты просто расслабляешься и наслаждаешься у всех природой, есть ландшафтом. Да. Тебе не нужно ничего дальше узнавать, спрашивать, переспрашивать. Да, это, конечно, уникальный профессионализм, и я прям в восторге от взаимодействия с Wilderness. Даша, скажи, пожалуйста, а существует ли какая-то сезонность? Есть такое понимание, да, зимний сезон, высокий сезон, низкий сезон, когда стоит ехать в какое из направлений? Ты знаешь, это достаточно расплывчатое понятие вот в плане Африки. То есть практически во всех странах, в том числе ЮАР, Намибия, Ботсвана, Руанда, Кения, Танзания, как такового не сезона нету, то есть можно ехать круглый год. В Замбии и Зимбабве сезон этот есть, это сезон дождей с ноября по март, когда достаточно жарко, идут достаточно сильные дожди. То есть в этот сезон действительно туда ехать не рекомендуется. В остальном все эти страны круглогодичные, каждый сезон, как сухой, так и относительно влажный, имеет свои достоинства и свои особенности. Как, например, после или в конце сезона дождей, или после дождей расцветают луга в Намибии, например. Хотя Намибия – это страна, где, наверное, самое маленькое количество вообще осадков, я не знаю, в мире. Но вот, тем не менее, все эти сезоны, они не препятствуют тому, что туда можно поехать. Кроме того, что я сказала про Замбию и Зимбабве, это объективно действительно. Даша, расскажи, пожалуйста, про планы Wilderness, про то, что уже есть, мы понимаем, мы все услышали, увидели. А какие планы Wilderness? Потому что компания чудесная, и хочется процветания, расширения и каких-то, может быть, новых высот. План у нас грандиозный, ни много ни мало. К 2030 году мы планируем удвоить количество охраняемых нами природных земель, поскольку мы действительно wilderness. Соответственно, мы хотим удвоить и те места, которые мы покажем нашим гостям. Это наша основная цель. То есть география расширится? И да, в том числе мы планируем и расширение географии. Отлично. Но мы не прощаемся, говорим до новых встреч. Ева, спасибо, с удовольствием приду. И будем дальше открывать Африку. Спасибо, Даша.